Выезжаем с нашего уютного дворика. Проверяем, нет ли машин. И едем по карману. Так, это наш район. Парнас. Ненавидимый урбанистами, но очень любимый жителями, которые здесь купили квартиры. Мы сейчас едем мимо самого большого дома в Петербурге. Это Федора Абрамова, дом 8. Здесь больше 4000 квартир. Вот. Выглядит это как отдельно стоящие башни на одном стилобате, на общей основе. Поэтому он не выглядит как самый большой дом в Санкт-Петербурге. Прямо по курсу у нас метро. Метро Парнас. Но мы едем по карману, выедем на дорогу и затем свернем направо. Сегодня у нас будет ознакомительная прогулка по нашему райончику. Очень сильный ветер. И встаем на красный. Вообще, конечно, Главстрой здесь построил целый квартал 25-этажных домов, школы, детские сады. Ну а вслед за Главстроем потянулись и остальные застройщики. Например, прямо слева мы можем видеть жилой комплекс какой-то. Хрен его знает какой. Надо будет посмотреть потом по карте, что это строится. Вообще, очень долгое время все риэлторы Петербурга хейтили Парнас. И причин здесь несколько, конечно же. Но основная это то, что застройщик Главстрой, который долгое время один строил на Парнасе, не продавал квартиры через агентов. Поэтому у агентов не было причин нахваливать Парнас. Ну а второе, конечно, это то, что Главстрой стал строить дома 25-этажные сразу же. И такие высокие дома, они, конечно, доминируют над человеком, и создается ощущение каменных джунглей. Так, по-моему, это говорят во всех обзорах. Мне район очень нравится тем, что пешком за 10 минут я могу дойти до Шуваловского парка. Не до Шуваловского, а забыла, как называется этот парк. Наш прекрасный. С восхитительными прудиками. С большим количеством зелени, старой усадьбой и кафе. Вот, как мы можем видеть, нас настигает стена 25-этажки Главстроевской. И, конечно, да,
Уюта она не вызывает. Тем не менее, как я уже ранее сказала, главстрой долгое время не продавался через агентов, а только напрямую от застройщика. И с продажами у них никогда не было проблем. То есть люди любят, знают этот район. Майлов, а как нам в парк попасть? Налево. По пешочку. Ага. А вон туда прямо что там будет? Можно туда прямо. Давай. Но непонятно как. Светофор не работает. У нас преимущество, когда мы спешились, у нас преимущество. То есть мы как пойдем? Пешком? Нет? Не помню эту дорогу раньше здесь. Поэтому надо быть очень аккуратным. Однажды на какой-то гонке я пёзнулась в такой колее. С тех пор у меня страх, что я пёзнусь еще раз. Каменные ловушки. Интересное местечко. Хер знает, куда мы едем. Но здесь очень зелено. Кто-то строится. Блять, опять эти ебучие канавы, которых я очень боюсь. Бедный Миша сзади постоянно жмет на тормоза. Потому что останавливаюсь я без предупреждения. Прикольно. Теперь мы в деревне. А впереди виднеется какая-то дорожка. Ну, что-то типа грэвел, пацаны. Вау. Вау. Мы здесь не были. Но я понимаю, куда мы сейчас выедем. Налево. Это дорога к нашему прекрасному парку. Миш, как называется парк? Шуваловский. Смотрите, какая пастораль. Маленький магазинчик, продукты. Пустынные дорожки, окруженные деревьями. Круто. Ну, круто же.
вчера почистила и смазала цепь, и она теперь двигается просто бесшумно. Кайф. Здесь мы спешимся. И зайдем в парк пешком. Блин, у моста играют дети, поэтому опять придется спешиться. Красавец. Прикольный парк. Он как будто бы такой дикий и заброшенный, но на самом деле к нему здесь очень бережно относятся. Отмечают деревья, которые нужно подлечить или которым уже лечение. Не нужно. Есть урны, есть мешки для мусора. Очень много гуляющих. Спасибо. Деревья здесь очень древние и красивые. Пахнет вкусно. Направо. Миша катается в этом парке даже зимой на шипованной резине, на своем циклокроссе. Но я иногда катаюсь здесь на своем горном велосипеде. Свет очень красиво проходит через листья, но при этом не видно ни черта. Вау! Я довольно уверенно себя чувствую здесь на своих 25-х лысеньких покрышках. Собачки. Вау. Велосипедисты. Как они. Извините. Спасибо. Вежливость и умиротворение отличает людей, гуляющих в парках. Вау!
сейчас мы выйдем к озерам, если я не ошибаюсь. Надеюсь, этот парк останется здесь на долгие-долгие годы. Никому не придет в голову его вырубать. Вау! Вот и озерцо. Блин, сказочное место. Миша, а чем пахнет? Елками? Природой. Природой. Блин, дороги здесь просто кайфовые. Елки. Направо. Такие маленькие кустики. Симпатичные. Вау! Угу. Поедем вглубь. Да, мы сейчас вернемся и свернем в чащу. А чаще у нас будет где-то справа. Ищем этот заезд. Вот вроде бы и он. Ебой. Тут так тихо. Только птицы поют и деревья шумят. И можно вообще не крутить. Тут такой рельеф прикольный. Как будто бы все время спускаешься. Ну или мы выбираем такие дорожки, которые позволяют так спускаться. Это церковь, да, вроде бы? Да. Это какая-то церковь. Вон там. Красивая, мы были внутри. О май гад! Там ничего. Ты заглядывал туда? Ну вот. Колодец раньше был. Может быть. Ну там есть что-то под полом. Поедем прямо. Уи! Мостик. Этот видос. Знакомый способ.
пялиться на жопу полчаса. Этот видос только для тебя, my love. А я думал сделать его как это называется? Пилотный выпуск. Можно? Ну жопу же не вырезать. Жопу не вырезать. Она прекрасно на своем месте. Согласна. И мы снова уезжаем на новый асфальт. Хочется налево поехать. Как-то там прикольно кажется. Да, это деревня Парголова. И тут очень круто. И нас опять ждет спуск. Нас даже автомобилисты вежливо обгоняют. Едем за тачками. Прошлым летом мы после каких-то заездов частенько возвращались через Парголово. И это всегда такие последние минуты наслаждения велопоездкой, потому что лес, окружающий дорогу, и в целом хороший асфальт дают передохнуть на финальном этапе какого-нибудь большого заезда, где ты херачил 50-100 километров по какой-нибудь жаре. Вау! Кайфовый спуск. А теперь будет кайфовый подъем. Обожаю эти ели огромные. О мой бог! Очень круто. Ну, сейчас как-нибудь выедем. Доедем до города. Смешанные подсказки. Наверное, нам налево. Ну как нам налево? Я хз.
немножко рискнули. Ну а как же. Заречная улица. Мы тоже стараемся быть вежливыми и стараемся ехать по краю дороги, там, где она очень узкая. Сам краю. А еще мы катались еще выше Паргонова, вглубь, и доехали до капустных полей. И там был сельский магазин, в котором, как, не знаю, 20 лет назад продавали на развес овощи, капусту, лук. Очень круто. Такой сельскохозяйственный магазин. Конечно же, мы ничего не купили, потому что мы были на велосипедах. А везти с собой капусту, когда ты на велосипеде, ну, надо только очень-очень особом случае. Насколько я знаю, впереди строится жилой комплекс «Прагма». И прикол этого жилого комплекса в том, что у них есть прямой вид на парк. И это очень круто. Кстати, с мая месяца Гластрой стал продаваться через агентов, поэтому ждем увеличения количества возводимых здесь домов от Гластроя. Майлов, нам направо? Нам направо. Еще раз. Миленько, миленько. Вообще дома, построенные в 2010-х, конечно, не отличаются какой-то красотой. Все это выглядит достаточно скромно. Мне кажется, сейчас застройщики стали больше внимания уделять красоте фасада, удобству мест общего пользования, делают красивые парадные. Это круто. Хотелось бы, чтобы и дальше так продолжалось. Ну вот, впереди опять стена 25-этажного дома. Грустно. Кто-то что-то бьет. Лепы, шмепы. Хочется обратно в парк вернуться, правда?
сделали небольшой кружок. Понимаю людей, которые говорят, что Парнас это кошмар, потому что первое, то, что они видят, выходя из метро, это вот такую вот промку, вот такие вот места не очень красивые, вечные заборы, вечные вечная колючая проволока и торговый комплекс. Но если углубиться в квартал, то там очень даже красиво. О, мы проедем по новой дороге. Да, я дала ложный знак Мише, что мы останавливаемся. Но на самом деле я решила проехать по новой дороге. Она мне тоже очень нравится. Раньше справа был скейт-парк. Вот там. Но потом бабло победило, и собственник земли сделал вместо скейт-парка здание, в котором теперь продается всякая всячина. Ну что, едем по новой дороге. Цветочки. О, Миша, прыгать надо будет. Или нет? Вау! Здесь обновили асфальт. До этого он был весь в ямах. Вот такой. Застелили заново. Круто! Это апартаменты. Я помню времена, когда там студия стоила 1 400 000. И вот они наконец-то построены. Перед апартаментами маленькое здание, это больница, а это, наверное, детский сад, но точно не знаю. О, точка. Хе-хе. На разворот. Тут есть женская консультация. Городская поликлиника номер 117. Звучит солидно. Сейчас налево. И перед нами снова самый большой дом в Петербурге, Федора Абрамова, дом 8. Да, там такое количество квартир парадных, что хвала Яндексу. А на карте они все пронумерованы, от одного до другого можно идти минут 10-15. Однажды встретила женщину, которая потерялась, чуть ли не плакала, потому что ей нужно было Федора Абрамова, дом 8. Какая-то там парадная,
шестая или третья, уже не помню. И она не могла ее найти. Ходила кругами. Это, кстати, новый светофор. Блядь. Большой дом, много жильцов, много бизнеса. Бизнес. Дядь, не тупи. И снова заезжаем в наш прекрасный дворик. Мне он очень нравится. Здесь как могли создавали уют. Только посмотрите на эти цветочки белые, на эти кустики красивые, на вот эти кустики красивые. Ну круто. Вот скатались.